Занятие 4. Механизмы решений. Продолжение. То есть наша цель, чтобы мышление работало эффективно. Да? И если представить, что сознание – это компьютер, то у него какие варианты работы? У большинства людей, да, подсознательное управление – это или колея, привычка, то есть я вижу только определенный коридор, по которому хожу много лет, и вот все остальное, оно не существует. Не существуют другие возможности, не существуют другие убеждения, ценности, образ жизни, не существует другой потенциал, который у меня может и, по идее, должен быть. Да, я это вот человек, идущий по коридору, который вот он не видит, что от него справа-слева, ну или видит, но это как бы телевизор, это кино. Оно есть для других. Другая жизнь, другие возможности, другие состояния, другие чувства, но это вот для них. А для человека существует только коридор, устойчивая привычка, стереотипы, и он идет вот в рамках этого коридора, а все остальное нет смысла думать, оно недоступно, невозможно не в этой жизни. Одно – это колея, второе – это власть проблем. Почему я не иду? Страшно. Почему? Невозможно. Здесь это меня раздражает, здесь бесполезно, здесь я уже обжигался. Да, то есть у человека есть проблемы, и когда тот или иной вопрос ставится, проблема отвечает за человека. Да? А эффективное мышление, которое нужно построить, оно выглядит каким образом? Человек пересматривает, как он думает. Да? Вот что нужно понять? Что мышление определяет судьбу. Да? То есть мышление, как мы думаем, определяет что? Какие цели мы ставим? Стереотипные, без целей вообще, или какие-то вперед и вверх на максимум. Определяет все наши текущие решения. Это лучшее из возможных или, ну, как всегда. Да, и в конечном итоге за нашими решениями следуют поступки, за нашими поступками следует судьба. То есть фактически, как человек проживает, да, свою жизнь, каких результатов он достигает, зависит от того, как он думает. Как он думает. И что мы делаем вот на этих занятиях, да, механизмы принятия решений? Это перенастроить свой компьютер, который принимает решения. Да, то есть наше сознание – это определенные правила, принципы, как думать и как принимать решения. Но даже когда человек садится думать, то как он будет думать? Это же не будет всегда лучшее из возможных. Он будет думать так, как настроен его логический аппарат. То есть правила принятия решений. Если логический аппарат настроен на совершенствование, на достижение максимальных результатов, это не будут сразу максимальные результаты, но человек начнет двигаться в этом направлении, да, в плане увеличения отдачи от того, что он делает, от тех решений, которые он принимает. Да, поэтому наша задача именно настроить наш логический аппарат, чтобы он принимал все лучшие, лучшие, лучшие решения. Да, для этого нужно, чтобы власть от колеи и от привычек была передана позитивным принципам, соответствующим духовным законам. Итак, в целом по программам, первое, эффективное мышление, оно определяет судьбу и личность, которую мы себя формируем, и судьбу. Да, поэтому статус задачи, которую мы решаем. Важно, как мы думаем, и вот эти принципы, к ним нужно отнестись тщательно. И к набору энергии тщательно, и настройки атмана, счастье или несчастье тщательно. В данном случае, да, это не отдельная запчасть, это механизм, который строит нас и нашу судьбу. Да, вот механизм принятия решений строит нас и нашу судьбу. Статус должен быть соответственный. Когда у него есть цель пересмотреть принимаемые привычные решения с точки зрения это лучшее из возможных, ну или там соответствие другим принципам. Вот когда у него цель пересмотреть все детали своего мышления, да, способа принятия решений, тогда он начинает быть осознанным. Да, правильно или я думаю. Взаимоотношения. Моя цель – лучшие взаимоотношения формировать. Если это ваша цель, вы голос никогда не повысите. Если вы берете роль идеального сотрудника, идеального исполнителя, идеального руководителя, но у вас, да, цель – все делать вовремя, качественно, четко. Да, поэтому как я принимаю решение, я хочу оценить, пересмотреть, да, перестроить. Да?
Поэтому первое – это решение. Мое мышление должно быть эффективным. Вторая программа мы с вами рассматривали. Это лучшее из возможных. В данном случае я повторяюсь. То есть, когда к вам поступает какой-то жизненный вопрос, ну, неважно, извне, в силу обстоятельств, там, сами начинаете думать, у вас же какие варианты? Или проблема и колея, то есть подсознание дает готовый ответ по накатанной, или вы включаете осознанность. Вот включение осознанности возникает только тогда, когда вы останавливаетесь и думаете, какие здесь могут быть варианты, оцениваете и выбираете лучший. Да, вот когда вы начинаете ставить своему интеллекту задачу, найди, какие еще могут быть решения. Только тогда ваш интеллект включается в работу. Третий принцип. Чисто по закону, сейчас я только об этом говорил, вот чтобы поступать чисто и по закону, нужна сила, чтобы противостоять, нужна борьба, да, чтобы посражаться, но в любом случае сила, борьба. И когда человек, ну неважно, некомфортные взаимоотношения, человек слегка хамоватый, там пошлый может быть, и что с ним делать, и отправить его далеко тоже не получится, начальник или родственник, да? А как поступить? А чтобы было именно настрой. Так, мне нужно становиться чище, мне нужно становиться сильнее, мне нужно становиться умнее. И там, где я раньше просто позволял там некорректное отношение в свой адрес, я должен победить, да? Поступить по закону. Не по-хамски, да, а по закону. Так, чтобы тонкий мир был за, чтобы были бонусы и не было кармических последствий. Потому что каждый пропущенный удар, ведь для чего удар? Вставай, становись сильнее. Хватит быть в зависимости, хватит быть в унижениях. Но один терпит, а второй думает, я так не хочу. Я хочу жить в другом состоянии. Уважение, счастье, да, доверие. И он решает вот эту задачу. Все по закону, это значит, все, что не по закону, должно быть устранено. Этого навыка еще нет. Да, вот жить все по закону, это значит перестраивать себя, свою жизнь, чтобы весь существующий негатив, он уходил. Да, это значит, не существует каких-либо самооправданий. Почему накричал, почему сорвался, почему не сделал. Но должна быть цель, пошел в спортзал, там какие-то мышцы начинают болеть, ноги там первое время тяжелее шевелить, но ты проходишь, ты понимаешь, нужно пройти для того, чтобы поднять свой уровень и быть способным показывать определенный результат. Следующий принцип мы добавим, хотя мы тоже упоминали, что нужно для любой жизненной ситуации, да, для всего, что с вами происходит, нужно, чтобы человек четко определил свою роль. Да? Роль это значит, как она называется, какая картинка этой роли соответствует. Ну, предположим, почему важна картинка, почему важен всегда образ. Во всех выступлениях, докладах, почему нужны образы. Но если вы не дали вот это имя и образ, нужно четко определять роль. Здесь я спортсмен, здесь я там бизнесмен, здесь я исполнитель, здесь я там руководитель, классный руководитель. Да? И вы четко определяете роль. И вы к этой роли дополняете, каким правилам она подчинена. Да, тогда ваше сознание знает, какие программы включать, какие свойства запускать. У него есть картинка, а вот это вот мне нужно. И все, вы работаете тогда на позитиве, и ваша роль будет адекватна процессу. А если вы этого не сделали, там будет что попало. Ну и последняя такая тоже итоговая, что нам нужно убрать власть колеи и проблем, да, чтобы невозможно в каждой ситуации остановиться и подумать. Да. Большая часть реакции, она будет идти автоматически. Но нам нужно думать, вот те автоматические реакции, которые у нас идут, они нас усиливают или ослабляют. Да, вот осознанность предполагает, что мы смотрим на себя, и нам нужно понять, это вот действительно правильно, или это власть колеи и проблем. Вот власть колеи и проблем нужно убирать. Нам нужно, чтобы все, что мы делаем, оно давало все большую и большую отдачу.